В этой части мы познакомимся с материалами о том, с чем столкнулись исследователи после завоевания Сибири Российской империей. Прежде чем перейти к материалам по народу Чуди, хочу немного остановиться по терминологии слова татары и тартары. В предыдущем ролике «Запретная история Сибири 1. Великая Тартария» этот вопрос вызвал бурные дискуссии. Были и те, кто говорил, что татары и тартары это один и тот же народ. Также было противоположное мнение людей, которые считали, что это два совершенно разных народа. Смотрим документ, который называется «Северный архив. Журнал истории, статистики и путешествий», издаваемым Булгариным. Издано в Санкт-Петербурге в 1824 году. Что такое татары? Непонятность происходит часто не столько от неясности писателя, сколько от недоразумения читателя. Например, с 13 по 17 столетие очень хорошо знали, кто таковы были татары. И только после сего имя это начало делаться причиной величайшей сумятицы. Тем, что под названием татар стали без разбора смешивать турков, монголов, тунгусов и другие народы. Как древнее название скифов, под которым сначала разумели один народ, живший на северных местах Черного моря, распространили на всех кочующих жителей Восточной Европы и Средней и Северной Азии. Так точно в новейшие времена неосновательно назвали татарами большую часть народов Северной и Средней Азии. Таким образом, по собственной своей воле затруднили для себя изыскание о их происхождении. Здесь сочинитель для нерусских говорит, что должно говорить и писать татары, а не тартары, и что последнее выражение вошло в свет от игры слов святого Людовика, который в то время, когда страшились, чтобы татары не пришли в западные места Европы, сказал своей матери. Дальше следует текст на латинском, где используются слова «тартары». Дальше написано: Лангрис напрягал все свои силы заставить французов изгнать из тартары с букву «Р», но мало успел в этом, потому что так писал автор. И действительно, слово «тартарус», которое 300 лет могло звучать как «тартарос», с английского языка переводится как «преисподняя». Таким образом, святой Людовик вместо Тартарию, или правильно сказать Татарию, сравнивал с преисподней. Какой же термин использовать сейчас? Сейчас термин Тартария закрепился, и когда мы говорим «Великая Тартария», все прекрасно понимают, о чем идет речь. Генерал и историк Мень-Кул писал о татарах следующее. Тата или татары жили тогда на севере от китанов, следственно в старинной своей земле, и состояли из 3 племен. Первое называлось белыми татарами и не имело ничего отвратительного в своей наружности. В щеках делали они себе нарезы ножами, как-то и теперь еще делают тунгузы, и к родителям были почтительны. Дикие татары были глупы и не имели никакой другой способности, кроме той, что служить первым, и сопровождали их как рабы. Между черными татарами родился Чингисхан, который по малому имени, прозвищу, назывался Темуджином. К сим 3 племенам присоединяется еще 4-е, которое владело местами около озера Тулюнь-Нуара, принимающее в себя реку Керулун, и жило оттуда на востоке и юго-востоке, до земли Мохо и по Амуру. Поэтому называлось оно водяными татарами или водяными монголами. Черные татары – суть те, кои после приняли название Монку или монголов. Они были в подданстве у белых татар и вместе с ними сперва в подданстве у Ляо, а потом у кинов, до Есугая, отца Чингисханова, который под власть свою соединил все орды своего народа. От всего он так усилился, что напал на белых татар, и начальника их Темуджина взял в плен. Если вам интересно, можете дальше почитать эту историю. На странице 311 написано следующее. Но от чего произошло, что татаров или монголов перемешали с турками? На этот вопрос отвечать легко. Когда Чингисхан послал сына своего Туши-хана на завоевание Северо-Западной Азии и Восточной Европы, в то время жили там и вообще при северной половине Каспийского моря, так же как и при Черном море, народы турецкого рода, как то команы, печенеги, булгары и другие. Все сии покорены вновь пришедшими завоевателями, кои основали там Капчакское царство, простиравшееся от Днепра до Ямбы и до Киргизской степи. Государи сего царства были татары, а подданы большей частью турки. Под исход 15 века царство это разделилось на многие малые, из коих Крымское, Казанское и Астраханское были важнейшие. Государи оных произошли от Чингисхана и были монголы или татары, но войско их не было уже онными, а состояло из тамошних уроженцев или старинных турецких жителей.
Несмотря на это, ханство сии удержали название татарских, потому что ханы были татары. Так говорили царства астраханских, казанских и крымских татар. Даже и тогда, когда сии покорились русскому владычеству, при жителях осталось неправильно данное им название татар, хотя они были турки. Даже и язык их не стали более называть турецким, а татарским. Между тем спроси какого-нибудь так называемого татарина, казанского или астраханского, татарин ли он? В ответ получишь нет, да и язык свой называет он не татары, а турки. Помня, что прадеды его порабощены были монголами или татарами, слово «татарин» считает он ругательством, и оно для него все равно, что разбойник. Следовательно, не надо татар смешивать с турками, и хотя большая часть писателей и даже Шлёцер сделали это, все, однако же, не надо наследовать ошибки, в которую и они бы сами, наверное, не впали, если бы только были поосмотрительнее. Следующий документ, который мы рассмотрим, называется «Дорожные заметки по пути в Монголию». Документ составлен по запискам некоего отца Палладия, который ездил с духовной миссией в Китай в середине 19 века. В чем была необходимость этой миссии в документе не рассматривается, но тут присутствуют некоторые оговорки, которые заслуживают нашего внимания. Например, в введении к документу указывается, что отец Палладий в 1847 году проехал через Монголию в Китай по так называемому почтовому тракту. Здесь не указывается, почему тракт назывался почтовым, если у России не было отношений с Китаем на тот момент. Однако указано, что трактом не пользовались 150 лет. Также указано, что в прошлом и нынешнем столетиях ходили русские караваны и духовные миссии. Также в этом документе на странице 4 в замечаниях указано, что в 1567 году Иван Грозный отправлял проведывать неизвестные государства казаков Петрова и Ялычева. Тут же указано, что новейшие исследования доказывают, что это посольство едва ли было в Китае. Также здесь есть ссылка на записки европейского путешественника Мензеля Пинта, где указано, что в 1543 году Пинто встречал русских людей. Написано: он описывает их наружный вид и одежду, между прочим, его поразил один странный обычай у этих московитян. Именно что они упоминали Бога, когда чихали. Здесь в примечании он приводит точное название книги, номер издания и страницы, где можно найти этот рассказ. Также он приводит текст этого рассказа на французском языке. Однако здесь в первом предложении упоминается король Тартар. Также написано, что мужчин он называл московичами, один из которых был крупного размера блондином, одеты были в куртки, как у швейцарцев, также у них были широкие и большие мечи, и они обратили внимание, что в языке они использовали латинские слова. Так, во время чихания они повторяли 3 раза «доминус, доминус, доминус». Версию о тюркском происхождении многочисленных артефактов Сибири выдвинул еще Миллер в 18 веке. Версию эту он выдвинул в качестве догадки. И уже в 19 веке стало очевидно, что никаких тюркских племен на территории Сибири не было. Поэтому долгое время была на обработке финская версия происхождения найденных памятников. Также заслуживает внимания свидетельство о загадочном народе Чуди. Вследствие того, в китайских летописях должны мы искать первые сведения об аборигенах нынешней Томской губернии. И действительно, указания китайских летописцев на обитавшие на северной стороне Саянского хребта русоволосые и светлоокие племена Динлиней и Гяньгуней, из коих последние вследствие стали называться хагасами и, наконец, киргизами, вполне убеждают нас, что китайцы разумели под Динлинями и Гяньгунями тех самых аборигенов финского племени, которые оставили многочисленные памятники своего пребывания в Томской губернии и остались навсегда в преданиях нынешних ея обитателей под названием Чуди. С другой стороны, необходимые в китайских летописях сказания о происхождении турков Тугю или Дулга также приводят нас к Алтайской горной стране. Положение шлемообразной обширной впадины и долины, добывание в горах железа тюркским племенем, которое жужанский хан называет своими рудокопами или плавильщиками, описание холодных роз, которых совершенно нет на южных склонах окраины Среднеазиатского Нагорья, прямо указывают на то, что тюркские племена
занимали долину Енисея, а также нынешний Минусинский округ Енисейской губернии и Кузнецкий Томской, куда, вероятно, пришли уже после великого переселения народов и падения Хуинского царства, то есть не ранее 3 века по Рождеству Христову, и с тех пор начали смешиваться с истинными обитателями этих стран, финскими племенами. Из дальнейших фактов, сообщаемых китайскими летописцами, видно, что тюркские племена в продолжении всего VII века занимали пространство между Алтайско-Саянской горной системой и Тяньшанем и, нередко продвигаясь с китайской провинции Ганьсу, нападали на Срединную империю. Но в случае неудач, теснимые китайцами, удалялись за Гиньшань или Алтай, то есть в пределы нынешней Томской губернии, что рядом с тюркскими племенами и притом даже смешано с ними на север от Алтайско-Саянских гор. О том можно заключить из китайских же летописей, по показаниям которых в начале 8 столетия от Енисея и до Аби жило довольно значительное племя светловолосых и голубооких хакасов, о которых история потом умалчивает до начала 13 столетия, когда они уже снова появляются под именем киликидцы, то есть киргизов. В стране их упоминаются 2 города – Кяньчжэу и Иланчжэу, то есть племя оставило в Великой реке, протекающей через ее владение, нынешнему Енисею, ее древнее финское название Кемь. Это не единственное упоминание о народе Чуди. Вернемся опять к списку населенных мест. Арабский путешественник Ибн Батута, уроженец Тангера, посетивший в XIV веке булгаров волжских, упоминает об этих отношениях. Он называет Сибирь страною мраков, а стоящую от Булгар в 40 днях пути. Проникают туда, по его свидетельству, только одни купцы, которые, впрочем, не видят ни одного человека. Торговлю же ведут немую. Приехавши в страну мраков, они оставляют свои товары на границе и сами уходят на некоторое расстояние. На другой день, придя к своему оставленному товару, они находят вместо него, если товар нравится покупателям, меха соболей, белок, горностаев и другие. Если купцы не согласны продать свои товары за данные меха, то они не трогают их до тех пор, пока неизвестные покупатели не доложат желаемое количество мехов. Этот рассказ напоминает подобного же рода торговые отношения финикиян к жителям африканских берегов, в той местности, где впоследствии возник Карфаген. Следующий документ, который я хочу представить, называется «К истории искусства и верований у приуральской чуди». Издано в Москве в 1899 году. Здесь мы можем увидеть много изображений мифических существ, которые очень сильно похожи на драконов или на динозавров. Например, здесь изображено, что люди садятся и ездят на этом существе, как на лошади. Также здесь приводится вот такой кулон. Подписана человеческая голова, обрамленная головами драконов. По чертам лица можно сделать вывод об этнической принадлежности изображенного. Также здесь мы можем найти изображение вот таких птиц. Обратите внимание, что в центре птицы обычно мы видим изображение фигуры человека. Вот такая бронзовая бляха находится в музее города Северска. Когда я увидел это изображение первый раз, у меня сложилось ощущение, что птица несет былинного богатыря из сказок. Обратите внимание на густые усы и широкий меч под правую руку. Неужели у них были гигантские ручные птицы? Также здесь приводится изображение вот таких крылатых существ. Как вы думаете,
Что это на самом деле такое? Даю подсказку. Может быть, в конце 19 века эту фигурку и можно было принять за мифическое существо, но сейчас вполне очевидно, что это всего лишь летательный костюм. Обратите внимание на прямоугольный предмет на спине у человека. Рюкзак слишком маленький и неудобный. Судя по всему, это какой-то двигатель, который позволял человеку использовать этот костюм и летать как птица. Форма головного убора также говорит в пользу этого. Уважаемые зрители, к сожалению, текущее местоположение многих статуэток из этой книги мне неизвестно. Убедительная просьба, если вы где-то видели эти статуэтки в каком-нибудь музее или хранилище, прошу сфотографировать и прислать мне. Очень бы хотелось их рассмотреть в высоком качестве. Если вы где-то видели в интернете оцифрованную версию, прошу поделиться ссылкой. В этой части мы узнали, что правильно спрашивать, что такое татары, так как этот термин не относится к одному народу, а относится к некоторому образованию людей, живших на территории Сибири. Мы узнали, что путешественники, которые проезжали из Сибири в Китай, были прекрасно осведомлены о положении территорий, которые достались Российской империи. Напрямую писать об этом они не могли, но оставили нам вполне точные указания в виде примечаний и ссылок на другие издания. Людей, которые жили на территории Сибири, исследователи 19 века называли чуди, и впоследствии все упоминания об этом народе были скрыты современными историками. Памятники, оставленные народом чуди, позволяют нам сделать вывод, что уровень развития этой цивилизации был в чем-то выше текущей цивилизации.